В 2020 году мы перезапускаем журнал «Международная аналитика». Если до этого года журнал был преимущественно институциональный, в нем публиковались авторы из Института международных исследований МГИМО, то в 2020 году происходит два расширения. Это расширение количества авторов и читательской аудитории. Будут публиковаться авторы из других российских вузов и экспертных центров, а также иностранцы, иностранные авторы. И появляться будут статьи не только на русском, но и на английском языке. Самыми главными чертами обновленного журнала будет очень высокий академический стандарт публикаций и также готовность авторов к обсуждению сложных проблем и разговору не только о настоящем, но и о будущем. 4 номера, которые запланированы к выпуску в 2020 году, объединены одной большой общей темой, вступая в новое десятилетие. Мы будем смотреть, какие риски, угрозы, неопределенности будут существовать в ближайшее десятилетие в мире, в России, в международных отношениях. И дальше мы уже 4 номера посвящаем более узким темам. Первый номер, который выйдет в ближайшее время, будет посвящен влиянию пандемии коронавирусной инфекции на международные отношения. Второй номер будет посвящен стратегическим перспективам и взглядам на стратегические перспективы мира из разных углов. Там будут не только статьи, но и содержательный круглый стол. Третий номер будет посвящен диалектике права и силы в современных международных отношениях. И четвертый номер этого года будет посвящен влиянию технологического развития, техники, технологии на систему международных отношений. Сегодня о влиянии коронавирусной инфекции на внутренние международные процессы посвящены, наверное, уже тома литературы, без всякого преувеличения. В чем изюминка, собственно говоря, нашего журнала? Мы будем не только отвечать на вопросы, каким будет мир, но и будем давать развернутый страновой и регионоведческий анализ. Потому что мир непредставим без отдельных регионов, без отдельных стран, без отдельных политических и стратегических культур. И представить вот это разнообразие мы считаем своей важнейшей задачей. Первый номер открывается статьей двух Николаев, Силаева и Проценко. Называется статья «COVID-19. Возвращение модерна», где авторы рассматривают рождение современного государства модерна именно во многом благодаря влиянию борьбы с вирусными инфекциями. И показывают, как микробы и как вирусы влияют на укрепление государства и его эволюцию. Очень важные тексты, например, текст Андрея Коробкова или Василия Кашина будет посвящен влиянию пандемии на американскую политическую жизнь и на китайскую. Очень интересная статья Елены Масловой посвящена коронакризису и его влиянию на итальянскую политическую жизнь. Два текста будут посвящены ближневосточной проблематике. Статья Григория Косача посвящена влиянию пандемии не только коронавируса, но и предыдущих нескольких пандемий на общественное развитие Саудовской Аравии. Как пандемии влияли на эволюцию политического строя и общественных отношений в королевстве. Интересный текст Сима Така и Максима Сучкова посвящен влиянию пандемии на сирийский конфликт. Можно перефразировать, да, вот война войной, обед по расписанию говорили, да, здесь пандемия, пандемия, война по расписанию. Пандемия не останавливает конфликты. Вот это влияние, эта диалектика в статье рассматривается. И два текста посвящены влиянию коронавируса на процессы в постсоветских странах. Статья Александра Искандаряна и Гранта Микаэляна посвящена Южному Кавказу и статья Азата Ахунова Центральной Азии. Наша редакция заинтересована в поступлении новых текстов и в появлении новых авторов или в раскрытии старых известных авторов с новой стороны. И мы бы хотели, чтобы статьи, во-первых, отличал высокий академический стандарт, чтобы это было не повторение всем известных истин, а какие-то новые грани, пусть небольшие, но тем не менее новые. Плюс готовность отстаивать интересную точку зрения. То есть автор должен быть хорошим полемистом, при этом неплохо подготовленным теоретически и знающим то, что называется матчасть, эмпирический материал. Мы открыты для любых предложений, но, естественно, есть довольно непростая процедура, это рецензирование анонимное, соответствие статей стандартам качества, но, в принципе, мы открыты для любых интересных предложений.